На протяжении последнего десятилетия России страшно везло. Везло в том плане, что нефтяные шоки, которые давлели над миром в 73-м, 70-м годах и ранее, значит, они сменились достаточно бурным подъемом конъюнктуры мирового рынка нефти, начиная с 2000 года, в первую очередь благодаря Китаю, и цены на нефть, они взлетели с $20 до 2007 года, если брать, до $150, если брать усредненные, с исключением этих выбросов, это порядка $100. Естественно, экономика России, которая существенно зависит от нефти, я могу сказать по последним данным, что 42% бюджета страны зависит от нефтяных доходов. А если с учетом кумулятивного эффекта, который нефтяной сектор оказывает на другие отрасли, на производство трубной промышленности, на производство станков и так далее, то это почти 50%. То есть ни много ни мало, половина бюджета страны зависит от нефтяного сектора, а нефтяной сектор, его доходы, его вливание в бюджет, оно существенно зависит, конечно, от тех цен, по которым эта нефть продается, экспортируется и по которым она продается. Поэтому нашему прежнему правительству колоссально везло, что с 2000 по 2001 год цена летела только вверх, несмотря на маленькие флуктуации туда-сюда, не оказывавшие существенное влияние. Но так продолжаться долго не может. Существуют так называемые циклы, о которых я два слова скажу дальше, которые определяют взлеты и падения нефтяных котировок. В прошлом году мы внимательно, то есть мы занимаемся прогнозом мировых цен на нефть уже давно, более 10 лет. Это дает нам основание не только учитывать ретроспективу последних 10 лет, но и более раннюю. И на этом основании, значит, мы попытались анализировать за весь период 70-го года факторы, влияющие на цены. Значит, вот я здесь хотел обратить ваше внимание, что если в период до 80-го, 73-го, 79-го, начала 80-х годов, первый овал, существенное влияние оказывали условия поставок со стороны ОПЕКа, то последние события 2008 года, значит, никакого влияния ОПЕК на нефтяные котировки, на нефтяную конъюнктуру уже не оказывал. Оказывали влияние свободные деньги, имеющиеся в экономике мира, в финансовой системе мира, и перекачка этих денег на сырьевые рынки, особенно после краха доткомов, то есть краха информационной эйфории от информационных систем, значит, деньги стали искать, куда им влиться. Они влились на рисковые активы, фьючерсные активы нефти, и фьючерсный нефтяной рынок давно перестал быть товарным рынком, а стал рынком финансовым, частью финансового рынка. Поэтому и сегодня во многом цены на нефть определяются не тем спросом и предложением, которое в мире есть. Это, как говорится, мы ищем не там, где потеряли, а там, где светло. То есть это ближайший, текущий, частный вопрос. Там увеличились запасы в Америке или не уменьшились запасы в Америке. Там ливийская нефть перестала поставляться или не поставляться, или начала поставляться на европейский рынок. Это все определяет, конечно, мелкие текущие флуктуации цен, а по большому счету, повторяю еще раз, цена определяется переливом свободного капитала. Значит, поэтому мы анализировали различного рода факторы, влияющие на цены на нефть. Факторы природного характера. И я дальше в двух словах скажу, что это определяющий фактор, а именно солнечная активность и возбуждение общества в эти периоды солнечной активности очень напрямую зависит от цен на нефть. Политическая обстановка, свободные деньги и в меньшей степени, особенно в последнее время, влияют вот эти тренды спроса и предложения. Самое последнее исследование, которое мы провели, которое мы сейчас передали Министерству финансов, влияние цен на нефть на экономику России. Значит, мы передали его вчера, поэтому я говорю по горячим следам. Да, это важно журналистам, что это буквально вот самые-самые последние сведения. Повторяю, значит, еще раз, значит, когда мы говорим о такой достаточно сложной, деликатной проблеме, то нельзя говорить о том, что произошло вчера и сегодня. Мы вынуждены говорить о тенденциях, о трендах, о циклах, которые были, есть и будут, которые будут определять. Вся динамика
развития мировых цен, она укладывается на то, что все вот эти три волны роста мировых цен, начиная с 1979 года, и если вы посмотрите внимательно на динамику мировых цен вообще, то через каждые 11, 10, 12 лет начинаются всплески, сообразно с пиками солнечной активности, начинаются всплески мировых цен. Причем после чего медленное нарастание, это всплеск не разовый, медленное нарастание и потом более крутое падение. То, что мы имеем и сегодня, повторение этих событий, вот эта вторая волна, повторение этих событий в 2008-2011 годах. После чего, естественно, мы ожидаем дальнейшего крутого подъема, крутого падения этих цен и, соответственно, падения экономики. Значит, для того, чтобы не быть голословным, я просто подчеркну последний, на 15, по-моему, сентября, 1 октября, скажу, что завтра будет только наш прогноз, мы его делаем 2 раза в месяц. Вот прогноз цен. И если помните, некоторое время тому назад была дискуссия потом, после 2008 года, так что у нас будет L-образная кривая развития экономики, M-образная кривая, W-образная кривая и так далее. Мы тогда еще сказали, что кривая будет ML-образная. То есть после всплеска М, две вершины, это первая вершина 2008 года, падение, роста цен, изменяюсь, вот, и падение цен в 2009 году, будет подъем цен в 2011 году и соответствующее падение цен в 2012 году, которое, к сожалению, застабилизирует эту динамику цен на достаточно низком уровне, на уровне порядка $80 за баррель. Если смотреть более долгосрочный прогноз цен на нефть, то у нас, к сожалению, рисуется довольно бесперспективная картина. Что есть общие тренды глобального экономического развития, которые здесь представлены, приводят к тому, что нефтяная эпоха, она заканчивает свое существование. То есть, по крайней мере, эффективность бизнеса нефтяного, она заканчивается. Да, он еще какое-то время будет там получать дивиденды, будет развиваться, будет востребован, но по большому счету он прошел пик своего не количественного, а качественного развития. И в этом отношении мы посмотрели, что будет дальше с нефтянкой. Особенно для России это очень важно. Если смотреть 3 возможных сценария, инерционный сценарий, когда все развивается так вот, желтым здесь выделено, так как будет. Ну да, вроде спрос на нефть будет расти и до 30-го, и до 50-го года. Кстати говоря, инерционный сценарий очень популярный в мире. И Международное энергетическое агентство, когда дает сценарий, они всегда пишут, вот это сценарий, если не будет качественных изменений. Но на столь длительном период времени качественные изменения всегда будут. Поэтому относиться к таким долгосрочным сценариям, просто пролонгируя существующую действительность, но это невозможно. Второй сценарий, который сегодня активно обсуждается, это так называемый стабилизационный, или мы его называем стагнационный сценарий, сценарий, связанный с активным внедрением энергосбережения и экологическим фактором, показан здесь зеленым. Он приводит, конечно, к несколько меньшему росту спроса, то есть примерно это чуть-чуть выше сегодняшнего уровня, но чуть-чуть выше к 30-му и 50-му году. А вот сценарий, когда главным фактором, на который может повлиять, это развитие электромобилей, а электромобили занимают примерно сегодня 30%, вернее 70% всего конечного спроса на нефть, если электромобили займут достойное место, то спрос на бензин, на моторное топливо резко упадет. У нефтянки нет другого потребителя, кроме как НПЗ, производящий моторное топливо, то упадет и весь спрос на нефтянку. И к 50-му году мы ожидаем существенного падения, возможного падения спроса на нефть даже по отношению к сегодняшнему периоду. Это, конечно, приведет и к количественному снижению экспорта российской нефти, и, естественно, приведет к падению цены на мировом рынке. Это, естественно, приведет к существенному падению экономического развития страны, если он будет продолжать сидеть на нефтяной игле. Газ нас немножко выручит, но немножко, а нефтянка, повторяю, на сегодня дает до половины всего кумулятивного эффекта экономики. Понижение этого спроса, ну, грубо говоря, даже на сегодняшний день, по последним данным, которые мы имеем, значит, есть падение цен на $1 за баррель, приводит к тому, что снижаются доходы бюджета в годовом исчислении на 2–2,5 миллиарда долларов. 2 – это прямые потери дохода от нефтянки, 2,5 – это с учетом кумулятивного эффекта. Если говорить о том, что к 2012 году мы считаем, средняя цена нефти будет не 109
как сегодня закладывает Минфинбюджет, а будет меньше 100, понижение цены на $20, представляете, понижение на 20% возможное понижение годового бюджета. Это с лихвой, это гораздо больше, чем все расходы бюджета на социалку, на культуру, на науку и так далее. Мы их можем потерять. Поэтому я не завидую, извиняюсь, российскому правительству, которое может оказаться в такой ситуации, и отсутствие каких-то заблаговременных действий, ну не на словах, а именно действий, по изменению структуры нашей экономики, оно может для России кончиться достаточно печально.